Welcome to Utah! Dripping off words that you say when the boat slows down. There's a break. Color in the turn of a phrase, curving a moment in space to spend something утра, 6:30 уже. И я выезжаю в Зайен. Национальный парк Зайен считается самым популярным местом в Юте. С марта по ноябрь главный каньон закрыт для личных автомобилей. Передвигаться можно только на шаттлах. Поэтому я выехала пораньше, чтобы успеть занять парковочное место. Приехав к 7 утра, я не ожидала увидеть такую большую очередь. Добро пожаловать в национальный парк Зайен. Вы слышите мой голос? Он дрожит. Почему он дрожит? Потому что я мерзну, я замерзла. В городке, в котором я остановилась, Сент-Джордж, вчера было 30 градусов. И как бы это юг Юты, и здесь тепло. Но, видимо, не в горах. Сегодня, конечно, не настолько будет жарко. Температура повысится до, наверное, до 24, что ли. Так как это утро, я приехала пораньше. Я иду в тени пока что. Плюс еще полчаса стояла, ждала шаттл. Я стояла там и мерзла. Был сильный ветер. Я иду в тени. И очень холодно сейчас. У меня руки красные уже чуть-чуть. Вообще, самая главная причина, почему я хотела посетить парк Зайен, из-за одного трейла, который считается одним из самых опасных хайков в Америке. Angels Landing. Но в 2022 году этот трейл закрыли. Чтобы пройти туда, у тебя должно быть разрешение. Чтобы получить это разрешение, нужно играть в лотерею. Так вот, 2 дня мне уже не везет. И у меня последний день завтра здесь. И я попробую еще раз сыграть. И посмотрим,
получу я разрешение или нет. Короче говоря, мне снова не повезло, и я впустую потратила $18, играя в лотерею 3 дня подряд. За каждую попытку платила $6. Ну ладно, может, осенью повезет. Никогда бы в своей жизни не подумала, что я когда-нибудь куплю готовые вареные яйца в магазине. Что ж, этот день настал. Здесь я увидела милую ящерку. Солнце вышло, я начала двигаться и уже разделась, потому что уже стало жарко. Уже увидела 2 маленькие ящерки. Много здесь живности. А трейл идет в основном вот по песку. Дай пройти. Дай пройти. Все мои кроссовки в песке. Color has a rule to be loved, punching like stars from an owl. Shade likes to carry sound. Color so cool and fade, washing the moon to its place with a turn back around, with a turn back. Здесь мы резко переносимся уже на север Юты. В 30 минутах езды от Солт-Лейк-Сити простираются вот такие красивые каньоны с зелеными горами, лесами, горными озерами и водопадами, куда я и пошла сразу, как приехала в столицу. Честно скажу, я не знала о такой Юте. Для меня это было открытием узнать, что в Юте есть леса и водопады, а не только красные каньоны, чему я была безумно рада.
Зона 52 – это зона 51 Юты, закрытая военная территория, вокруг которой ходят множество легенд, от НЛО до подземных баз. И, кстати, Юта считается одним из центров НЛО из-за легенд о Skinwalker Ranch, наличия секретных военных объектов и большого количества сообщений о необычных явлениях в небе. Национальный парк Арак. Вы не представляете, сколько я ждала, пока все уйдут, чтобы, сделать это видео. Теперь можно спокойно одеваться и идти дальше. Я приехала сюда всего на один день и дошла до, наверное, самой популярной и известной всем арки во всем парке – Delicate Arch. Я и мой новый знакомый из Юты решили съездить на эту локацию, чтобы встретить закат, рассвет и сделать астрофоточки в этом уникальном месте под названием Moonscape Overlook. Главная его особенность – это серый каньон Анкас, создающий почти инопланетный лунный ландшафт. Ночевали мы на пустыре, вокруг ни души, полная темнота. И это, кстати, одна из причин, почему я взяла его с собой. Мне было бы просто страшно ночевать одной. Тут мы пытаемся огородить грелку от сильного ветра, чтобы сделать ужин. Ужинаем. И дальше уже в полной темноте делаем фотографии. Спасибо Келлину за мои первые астрофотки. Вышли они офигенно. Встречаем офигенный рассвет, снова делаем классные фотки, завтракаем и выезжаем на следующую локацию. Водопад в каньоне. Мы шли 2 часа.
по 35-градусной жаре. Замечу, это мой первый в жизни хайк в такую жару, а я очень тяжело переношу ее. Поэтому никаких видеоотчетов с хайка у меня нету, только пункт назначения. Долгожданный водопад. Короче, здесь я увидела, как становится резко глубоко, и испугалась. Но потом развернулась и поплыла. Здесь я уже иду во второй раз, пытаясь доплыть до водопада. Но, блин, было так супер холодно, сильный ветер, очень сильные волны от водопада, которые просто отталкивали меня, и у меня просто не было сил доплыть, и я сдалась. На самом деле было очень холодно. Мы подходим к концу этого влога, и я хочу показать вам последнюю локацию, на которую я ездила 2 раза. Это высохшее соленое озеро, которое стало пустыней. И то, что вы сейчас увидите, это все соль. Вы только посмотрите, как меняется пустыня в зависимости от света. Кстати, этот кусочек из «Пиратов Карибского моря» был снят здесь. Спасибо за просмотр. Пусть все ваши мечты сбываются. Путешествуйте и до новых встреч. Пока-пока.